Так, ну что, всем привет. Всем привет. Так, сейчас секундочку, я подключусь и здесь. Подключусь. Сейчас оно со звуком и без звука пойдет. Всем привет. Привет, мои хорошие. Все ли вам видно, все ли слышно? Давайте 5 секунд проверка. Обычно люди, кстати, подключаются довольно долго. Ну вот, да, сейчас у меня еще без 3 минут, если что. Вот. Да, проверка связи, как меня слышно, как меня видно. Да, Елена вон пишет, я вижу в чате, всем привет, а в ответ у нее тишина. Правильно, а не надо нам отвечать, что за ерунда, конечно. Вот, да, на связи Патракова Ольга, говорит и показывает Москва. Вот. А сегодня мы поговорим с вами про себестоимость торта, как ее считать правильно, можно ли просто на 2 умножить, что делать, если там цены какие-то другие подросли, если конкуренты вас душат. Все такое мы с вами пройдем. Да, что у нас народу меньше становится. Вот, да, но обычно люди подключаются в течение первых 10 минут. Вот, то есть, скорее всего, люди еще будут подключаться. Есть ли те, кто меня сегодня первый раз слышат? Есть ли те, кто вообще первый раз сегодня, в принципе, обо мне узнали? Есть такое? Девочки, я вижу, что вы с телефона практически все смотрите. Вот. Картинку видно, презентацию видно, и ниже кнопка еще у вас WhatsApp есть. Видите, зелененькая WhatsApp? Ага, отлично. Привет из Вологды. Привет. Лена, привет. Так, да, пару слов тогда о себе быстренько расскажу, не буду на этом останавливаться. Да, меня зовут Ольга Патракова, я делаю торты с 2010 года, делаю сама дома, начинала, потом развилось большое производство у меня было, ну, где-то там вот, чтобы не соврать, это 1 200 000 1 300 000 это максимальные обороты, больше мы не выросли, поэтому вот до миллиона знаю, как зарабатывать, больше не знаю, как зарабатывать, ну, до миллиона спокойно любого научу, это без проблем. Вот. Да, сейчас у меня 2 производства здесь, в Москве и в Люберцах, 2 школы здесь, в Москве и в Омске я открыла, очную школу еще по франшизе. И в основном сейчас, конечно, развивается онлайн-образование, все вышли в онлайн, да. Ну и что я заметила вот в последнее время тенденция такая, особенно, наверное, в последние, ну, наверное, вот как раз год вот этот последний, да, вот, что не так важно уже, какие торты ты делаешь. Я вижу иногда отвратительнейшие торты или обычные, давайте так, не обязательно плохие, обычные торты, вот, но у них настолько хорошо сделана страница в Инстаграме, настолько там, не знаю, реклама, движуха какая-то. Вот, я видела девушку с зефиром, и это не малиновка, которая продает зефир. У нее вся страница в зефире, все в зефире. Но зефир, вы понимаете, да, это такой узкий очень инструмент. Но у нее отлично, я вижу прям по движухе, у нее отличные продажи, у нее конкурсы, все дела, все такое. Это к чему я вот это все рассказываю? Что сейчас очень сильно, да, не продукт играет роль, не то, что вы делаете и что вы продаете, а как вы это делаете, как вы это продаете. Ну и одна из этих моментов, как вы это продаете, это себестоимость торта. Это один из факторов. Потому что когда вы продаете правильно, когда вы цену делаете правильно, вы оказываетесь в плюсе всегда, вы понимаете, из чего состоит ваша стоимость, да, и можете ее уже корректировать. То есть вы как бы на рынке знаете правила игры тогда получается. Вот, да, подскажите мне, вот как вы сейчас вообще продаете, да, то есть как вы сейчас считаете стоимость, а я пока дальше буду рассказывать. Вот. Чаще всего люди считают стоимость очень просто. Вернее, они ее не считают. Они обычно делают так, ставят цену, как у соседки, вот, и дальше как-то, ну, продается, и ладно, деньги идут, и хорошо. Вот. Но обычно складывается так, что все эти деньги ты дальше, опять же, все куда-то тратишь, и по сути получается, что ты постоянно работаешь, заказов, ну, там плюс-минус много, а денег не особо, прямо скажем. Вот, да? То есть такое ощущение, что ты работаешь ради работы вообще. Простите, а где бабло?
А деньги-то где? А где вообще вот это вот, не знаю, радость жизни, где вот это, я не знаю, свобода, где вот это свой бизнес, где вот это все? И я хочу, чтобы мы сегодня с вами научились считать правильно. При этом продавать вы можете по любой цене, мы до этого дойдем. Вот как оно продается, так и продавайте. Но вы при этом должны всегда понимать, это вы в плюсе или в минусе? Сейчас сколько вы из этого заработали реально? Понимаете меня, да? Сколько из этого вы реально заработали денег? Денег-то сколько? Ну да, я продала торт за столько-то, а реально сколько там, из чего это состоит? Понятна задача наша? Девочки, я вижу, что вы пишете. Не переживайте, я все прокомментирую. Да? Вот. Как у нас будет строиться сегодня с вами вебинар, мы пройдем, да, и подробненько я расскажу, как, из чего состоит наша стоимость торта, вообще стоимость, рыночная стоимость, из чего она состоит. Вот, да, это 4 пункта: себестоимость, накладные расходы, оплата труда, прибыль. Вот, и последний план вебинара, последний пункт, который мы с вами пройдем, это корректировка, да, что делать с этой полученной суммой, да, ну вот получили мы, что торт должен стоить так, дальше, да, можно продавать по такой цене, нельзя продавать по такой цене, что делать дальше, то есть как корректировать, что делать с этой стоимостью. Так, смотрю ваши ответы, Елена пишет: стоимость продуктов плюс 10 стоимости доп. Расходы, плюс 50 от стоимости продуктов за работу. Вот, то есть получается, что ты работаешь всегда одинаковое количество времени за каждый торт, и у тебя вот в эти 50% от стоимости получается, что ты должна всегда уложиться. Сегодня я вам покажу, да, расчеты такие более-менее, и вы поймете, ну, то есть как это правильно. В целом молодец, что ты хотя бы это учитываешь, вот, да, но ты, получается, время на работу никак не закладываешь, то есть ты можешь торт за 1 день сделать и заработать это за 1 день, можешь торт делать 3 дня и заработать за 3 дня, то есть сложность торта у тебя вообще не учитывается. Так, Марина пишет: вообще не могу продавать задорого. Вот, я считаю, что я за такие бы деньги не купила, и большую цену стыдно озвучивать, да, и клиенты возмущаются, что дорого. Марина, это вообще другой вопрос. Да, дело в том, что у нас есть большая разница между тем, как мы делаем, понимаешь, да, и тем, как люди покупают. Я бы тоже торт, честно тебе скажу, у себя не купила. Да меня жаба задушит отдать. У меня торты бешеных денег стоят, девочки. У меня торты стоят 2 500 минимум за килограмм. В среднем 3 500 за килограмм. И это все почему? Потому что, ну, там, понятно, опыт, время, хотя торты обычные. У меня никаких там мега-супер тортов нет, по правде. Да? Просто потому что я раскрутилась, я знаю, как продавать, я знаю, как давать рекламу. Да? Я просто реально очень давно в этом работаю. Вот. Да. И поверь, я у себя торт за 10 тысяч да никогда в жизни не куплю. Мне реально будет жалко денег. Я на каждый свой день рождения думаю, блин, надо заказать торт у конкурента, посмотреть, как она делает. Ну, то есть разрезать, там, поковыряться, фигурки посмотреть, там, пальцем потыкать, обосрать, ну, как обычно, да, у нас у девочек. Вот, да. И вот я не знаю, каждый раз у меня такая: да не, нахрен, я лучше на 5 тысяч пойду или куплю что-нибудь, или на массаж, в конце концов, схожу, просру куда-нибудь, там, не знаю, в салон, вот, одежды какой-нибудь куплю. Ну, то есть, короче, мне жалко. И тут, да, Марина зацепила, тема-то зацепила, пошла, вот, да, и тут ты должна, ну, как бы, ну, как сказать, ты должна, ты ничего не должна, конечно же, да, то есть, что мне помогает? Вот. Что мне помогает? Чем больше о тебе людей знает, да, тем больше спрос, во-первых, да. Понятно, что все наше окружение, все наши, кто рядом, наши друзья, близкие и родственники, понятно, что им вообще все дорого. Ты же им бесплатно раньше делала, понимаешь? То есть раньше ты им бесплатно делала, а теперь ты такая, ну там, не знаю, подруги, а теперь ты такая: все, детка, я решила на тебе зарабатывать. Все, теперь только за деньги. И подружка такая: слышь, алло, кто вообще тебе это заплатит? Вот, тебе никто не купит, да?
И это есть такая проблема, что наше окружение, оно как бы, ну, с нами очень часто одни мысли у них, понимаете, да, одинаковые мысли у них, вот, да, и пока мы не перешагнем через наше окружение, пока мы не научимся продавать не только нашим, да, ну вот это вот сарафанное радио, оно вот здесь близко, пока мы не научимся ту же рекламу давать, там, не знаю, раскручиваться, вести любую соцсеть, ну, я за Инстаграм сейчас прям вот двумя руками, да, то мы так и будем. То есть, по сути, они нам комплекс неполноценности, понимаешь, прививают. То есть, типа, да кто ты на себя смотрела вообще? Ты не художник, это же образования нет, ты говно какое-то делаешь вообще. Кто у тебя купит? Вообще всем дорого. Вот, да? И найти людей, которым недорого, это реально. Но я тебе честно говорю, у меня люди учатся со всего мира, ну, то есть за мои 12 лет уже народу прям реально очень много обучается. Я не знаю, какие-то килотонны, но я 12 лет обучаю людей. Вот, да, и поэтому есть кому дорого всегда, да, есть те, кому дорого, есть те, кому нормально, и есть, поверь, те, кому дешево. Кто не будет у тебя покупать, то есть что может быть за 800 рублей за килограмм, девочки? Вот, такие есть. Понятно, что в зависимости от региона, вот Марина Серегина пишет, я просмотрела, в каком ты у меня регионе живешь, не вижу в каком-то регионе, но неважно. Вот, да, в зависимости от региона, конечно, покупательская способность разная. И да, бывают такие регионы, где вот 800 рублей край люди не платят больше. Тут есть много разных моментов. Первое, может быть, у вас, например, вообще обесценен рынок тортов именно. То есть, например, ну давай для примера, маникюр как в Москве, да, шмотки как в Москве, и люди платят за это, да, а, например, торты почему-то, да, за 3 рубля. То есть люди как бы обесценили, понятное слово, обесценили, но как бы принизили важность конкретно вот этой профессии. Такое бывает. Это, ну, неважно, сейчас не буду сосредотачиваться на этом. Да, это лидеры рынка обвалили цены, держат демпинг просто. Обычно это так получается. В общем, проблему вижу, считаем непонятно как. Ну так вот, и даже 800 рублей за килограмм можно быть в плюсе, если просчитать как следует. Сейчас я буду рассказывать подробненько, как считать, как просчитать как следует. Все прям правильно просчитать. Вот, да, и научиться укладываться в эту стоимость, поняла, да, еще, чтобы у тебя там всегда плюс оставался, вот. Итак, поехали по пути. Первый у нас пункт с вами – это себестоимость, да, себестоимость, из чего она состоит. Я для того, чтобы было проще, называю это так, то, что унес с собой клиент. Вот смотришь ты на клиента вдаль далекую и такая смотришь, что же он там, зараза, унес такой. Коробка, веревочка, визитка, подложка, торт, там внутри продукты, декор, ягодки навалила, вот это. Да? То есть все посмотрела такая, и это все, соответственно, надо посчитать. Считается достаточно просто, с этим обычно все справляются, да? Вот, то есть считают просто по рецепту. Для тех, кто не знает, как считать по рецепту, вот у меня написано. То есть, если у нас мука 200 грамм в рецепте, да, килограмм стоит 50 рублей, мы берем рубли, делим на граммы. Почему? Потому что мы рубли хотим в результате получить. Да, то 1 грамм, получается, стоит 0,05 рубля, умножаем на 200, получаем 10 рублей, ну, грубо говоря, мука, 10 рублей сахар, яйца столько-то, итого за бисквит столько-то. Здесь пока все понятно, девочки, угукайте мне по пути, там, пишите мне, вот, да, угукайте мне по пути, все ли здесь понятно, и, в принципе, по рецепту мы все считать, в принципе, умеем, здесь никаких сложностей нет, все достаточно такое прозрачное, все, спасибо, вижу, вот, да. Остальные ингредиенты, которые рецепт, считаем точно так же. Сколько ушло крема, сколько ушло начинки, сколько ушло крема на обмазку. Это все можно взвесить, посчитать. Рецепт вы знаете, сколько чего купили, почем и так далее, и так далее. Все это по рецепту есть. Здесь, кстати, вот я скриншот приложила. Это та таблица, которая сейчас у меня вообще хит продаж, по-честному. Таблица для расчета стоимости торта. Вообще ничего сложного. Это просто таблица в Excel, куда я просто уже сразу вбила все продукты, все цены, все формулы. И задача, или прям вот по московским, смотри, Анастасия пишет, приобрела. Удобно? Настя, напиши мне, удобно или нет пользоваться?
Вот, да, соответственно, все это вбило, и можно поменять уже все. Менять проще, чем писать заново, потому что все есть, и ты уже знаешь мука, где там яйца. Вообще шикарно пишет Анастасия. Слушай, я рада, но это хит продаж сейчас. Я их продаю в день, не немерено, я хочу больше, конечно. Вот, я хочу и 100 штук в день продавать, но продаю 10 в день всегда продается. Вот. Соответственно, да, то есть к тому, что можно спокойненько и самим сделать такую таблицу, это несложно, потому что обычно руки не доходят. У меня руки тоже дошли, в прошлом году я ее сделала, чтобы вы понимали, 12 лет торты делаю. Вот, да, и нам не надо постоянно считать, нам надо просчитать один божий раз, прям вот хорошо, хотя бы 2-3 вида продукции просчитать, понять вообще мы как бы вообще в плюсе, в минусе, немножко подкорректировать, и в следующий раз мы пересчитываем, когда будут какие-то изменения. Реально поднялась стоимость, мы поменяли вид продукта, может быть, мы, то есть делали торты муссовые, решили делать там, не знаю, капкейки или там зефир или макаронс, например. Вот, да, то есть, или, например, быстрее стали реально делать. То есть ты чувствуешь, что ты быстрее стала делать, такая пересчета, больше успеваешь. Такой вот момент. То есть не обязательно постоянно тут вот считать. Дальше. Все, что не рецепт, все, что просто подложка, коробка, визитка и так далее, все просто прибавляем. Просто прибавляем. Плюс вот у меня, да, соответственно, в моей табличке это называется декор. Цена за штуку, количество штук пишешь, сколько штук там у тебя ушло. В мастика у меня здесь написано, там количество грамм, то есть сколько грамм примерно ушло. Там пачка, полпачки ушло, там, предположим, да, потому что я в основном торты с мастикой, конечно, делаю. Но также можно там топпер столько-то стоил, фигурки, если ты заказывал, или прянички, например, столько-то стоит и так далее, и так далее. Все очень просто. С себестоимостью обычно все справляются. Вот. Тут как бы обычно не бывает сложностей, я рекомендую. Вот. Так, Юлия пишет, можно ли декор считать в стоимость торта? У тебя декор само, если это уносит клиент, это себестоимость в любом случае. Тебе надо его считать. Или ты спрашиваешь по весу? Конечно, считаем, по весу тоже. Да, задай вопрос поточнее, я тебе поточнее тогда отвечу. Так, на этом этапе про себестоимость. Всем ли все понятно? И для примера, вот я считаю простой торт со стрёмными ягодами, простой бисквит, какая-нибудь страшная коробка, вот примерно там 600 рублей себестоимость. Реально 600 рублей? Да, такой тортик, прям скажем, говняшненький. Вот. Пока все, да? Так, жду, когда вы напишите, потому что у меня немножко запаздывает. Вот, у меня немножко запаздывает видео, вы чуть-чуть позже видите, чем я говорю. Вот. К весу ингредиентов. У тебя стоимость, себестоимость состоит, смотри, из 2 частей. Первое, все, что было по рецепту, раз, посчитала. А все, что у тебя дополнительно, помимо муки, сахара, яиц, то есть смотри, у тебя бисквит, крем, начинка, посчитала, смотри, посчитала, по себестоимости, да, раз. Потом, соответственно, я вижу сейчас вопрос, скажу вам. Потом, соответственно, да, ты считаешь дополнительно, да, что у тебя еще там есть, да, то есть, по идее, ты это все тоже сюда приделываешь, вот, да, а дальше мы дойдем до работы, до того и того, вот, да, я поняла вопрос, кстати, до меня дошло. Так, Аня спрашивает, у меня фигурки, пряники, ягоды считаются все отдельно, а фрукты, картинки входят в стоимость, считаю в вес. Тут вопрос вашего позиционирования. Вы клиенту говорите, или у вас конкретная, понимаешь меня, да, конкретная стоимость за торт, этот торт стоит столько-то, этот торт стоит столько-то. Анна, у тебя получается, как бы ты клиенту даешь конструктор, то есть торт базовый стоит столько-то, и у тебя есть допы, которые можно заказать, типа как доставка, например, да, которые можно заказать, можно не заказывать. Вот. То есть у тебя, по сути, частично, что уносит клиент, то он оплачивает дополнительно в плюс. И это не очень хорошо, потому что фигурки, пряники и ягоды, да, ты их все равно привезла, ты на них потратила время, ты на них потратила доставку, потратила бензин, потратила там еще что-то.
да, ты их впихивала, торт работала, ты их клала на торт, вот, да, и это-то тоже должно оплачиваться, не только ведь расход конкретный, вот фигурка 200 рублей, ты за 200 рублей отдаешь, больше, меньше, ну, грубо говоря, прибавляешь что-то или не прибавляешь, тут вот в этом вопрос. Поняла? Вот. Но вопрос формирования цены для клиента, как ты это клиенту преподносишь уже, да, зависит тоже от того, как принято в регионе. Вот как у вас принято, так и делай, потому что ну, так люди привыкли. Ну, вот. Я считаю все вместе. У меня несколько видов сложностей торт, да, простой торт, посложнее, очень сложный и так далее. У меня есть 2 500 за килограмм, 3, и 3 500, и бывает 4 500 за килограмм. Сейчас уже не бывает, очень редко. Вот, да. Соответственно, простой торт. Я для себя прям прописала, что такое простой торт, да, посчитала по табличке, столько-то стоит. Посложнее торт, там побольше декора, столько-то стоит. Но тебе надо хотя бы разок посчитать хотя бы что-нибудь. Понимаешь? Если у тебя фигурки, пряники, ягоды, это вообще как бы как доставка отдельная. Ты их тогда сюда не считаешь, а сюда считаешь все. Ну, то есть, но время на их там привезти ты считаешь. Доставка, то, что тебе их привезли, ты сюда считаешь. Понимаешь меня? То есть ты все равно должна это учесть. Вот. Коробка, подложка, ты же их все равно сюда считаешь. Понимаешь меня? То есть если ты берешь что-то дополнительно, это тогда давай не будем включать, а остальное будем включать. Ну хотя бы как-то посчитай. Так, девочки, еще вижу, что Юля пишет вопрос, еще 2 девочки. Оля, Анна пишет, давайте я подожду, да, подожду. Вот. Подожду, а пока включу новый слайд, следующий, да, про накладные расходы. Вот. Все решили, все писать резко, все писать. Так, я пока водички глотну. Вот. Юля спрашивает, какой процент нужно прибавить? Я вам хочу сказать, что процент, он, к сожалению, не процент надо прибавлять. Вот, давай так, не процент. Да, все поняла, но не процент. Ищешь клубнику в январе? Да, все правильно. Аня пишет, что целый день ищешь клубнику в январе. Да, поняла меня, да, к чему я? И это, получается, не оплачивается тебе. Это ты, получается, у себя не учитываешь. У тебя клиент платит по чеку, скорее всего, да, за ягоды. Вот, да, и сколько ты ее искала по времени, сколько ты потратила денег на дорогу или на бензин, ты все равно его покупаешь, ты все равно его тратишь. Это надо учитывать тоже. Юлечка, не процент, смотрим дальше. Итак, следующая, да, составляющая нашей итоговой цены – накладные расходы. Накладные расходы – это то, что тоже потратилось, то, что тоже вы заплатили денег, вот, и оно потратилось, но клиент не унес. Да? То есть это не я миксер купила, и он у меня стоит, у меня просто там миксер, да, вот, и он не потратился. А это, например, что? Вот, что? Сейчас там будет ответ, но я хочу, чтобы мы немножко, да, поработали. Ну, вода, свет обычно все понимают про воду. Свет – это достаточно такой, да, газ, да, вот. И расскажу сейчас, как считать, ну, вот. Да, это все, в принципе, понятно. Что еще мы с вами? Инструменты молды, ты их отдала? Ты их истратила в ноль? Нет. Инструменты молды ты вкладываешься на будущее? Нет. Молд, ты его не потратила, он у тебя остался. Это ты вкладываешься на будущее. Вот. Это не здесь, это не расход. Это вложение средств. Бензин, да, кондитерские мешки, да, все, сейчас пойдет. Моющие мешки, ацетатка, да. Ремонт под вопросом ремонт. Ремонт под вопросом. На ремонт тоже это не накладные, ну, хотя, в принципе, это накладные расходы, согласна с тобой. Так, мой список, вижу, девочки, все, пошла тема, все поняли? Вот, да, мой список вот такой. Да, вода, свет, газ, электричество, красители. Ты для этого торта купила баночку кондурина и весь абсолютно реклама товаров. У меня тут хотят мне товары какие-то предлагать, да, и весь абсолютно всю банку истратила на торт, блестящий торт, например, у тебя, да.
Вот, как ты его посчитаешь? Вот прям берешь и считаешь. Дальше мешки кондитерские. Понятно, доставка, бензин, курьер. Имеется в виду курьер, который к вам что-то привез. К вам, ваш курьер. Ну, то есть, или бензин, это вы сами ездили, искали клубнику в январе. Курьер, это курьер ездил, искал клубнику в январе. Ты же ему деньги платишь? Платишь. Вот, ты это учитывать должна? Должна. Пергамент, понятно, бумага для выпечки, это тоже пергамент, фольга, цитатная пленка, лента, упаковочная, красители, 2 раза у меня красители, молодец, Оля, моющее средство, одноразовая посуда, бумага, аренда, ну вас аренда пока не волнует, реклама в Инстаграм, вообще-то, да, например, если вы будете ее делать, вернее, когда вы ее будете делать, потому что сейчас без рекламы, к сожалению, вообще никак, телефон, бумага обычная и так далее, то есть все. И тут обычно наступает у нас проблема, а как посчитать, сколько бензина я потратила конкретно на вот этот торт, да, ну, то есть, алло, как я должна считать на этот торт бензина, сколько я потратила, вот, и я предлагаю схему вот такую. Мы считаем все, что мы потратили за месяц, ну, мы считаем, получается, за прошлый месяц, вот, да, и делим на количество заказов. То есть, по сути, конечно, на какой-то торт ушло больше денег, да, ну, то есть, там, опять же, та же клубника в январе, ты меня добила этой клубникой в январе, да, то есть ты реально ее искала, и ты там реально на бензин потратила, там, ну, 500 рублей. На какой-то ты вообще не потратила бензина, но ты потратила больше того-то. И чтобы нам вообще не заковыряться в ноль, ну, понимаете, да, высчитывать, сколько конкретно воды ушло на помывку вот этих 2 тарелок от этого торта и вот этих 3 тарелок от этого торта, да, мы считаем итого всю сумму за месяц, что еще, за что мы еще вообще заплатили деньгами, и у нас этого больше нет. Понятно? То есть мы, например, заплатили деньгами за мешки и половину потратили, вот половину этих мешков пишешь. Мы купили 2 банки моющего средства, 2 банки моющего средства пишешь. Я итого за месяц потратила на бензин, например, 2000 и ездила только по работе, только по тортам ездила и так далее, и так далее. И делим на количество заказов. Если у вас пока мало заказов, 1-2, и вы пока что вообще только новичок-новичок, для того, чтобы получить более-менее адекватную цену, делим это количество на 20. 20 считается, вот у меня это норматив такой, тортов в месяц для нормального кондитера. Если у вас есть 20 заказов, вы можете не работать, вот так бы я вам сказала. То есть 20 заказов – это уже нормально, вот 20 на 20. Чтобы получить адекватную цену, берем все, делим на 20. Есть у меня картинка? Есть у меня картинка. Вот так это у меня посчитано, например, в таблице. Можно вписывать все-все-все прямо с суммами. Вот, да, есть у меня клеточка, есть здесь нету, да, сколько заказов у тебя было в месяц, и у тебя конкретно получается какая-то конкретная цифра. Так, девочки, угукаем мне на этом этапе, есть ли вопросы, потому что сейчас мы переходим дальше к расчету работы. Вот, на этом этапе понятно ли пока, что мы делаем? Вот. Понятно, отлично. Вот. И у меня написано тоже, предположим, что у меня там вот там сколько было в предыдущем слайде. Ну, короче, с накладными расходами 900 рублей пока у нас. Ну, наш как бы условный наш торт, вот этот говноторт, который мы считаем. Да? Ну, какой-то простой совсем. Вот. Отлично, отлично. Итак, ну, 2 человека поняли, остальные пока что у меня смущаются, не могут написать. Ладно, надеюсь, что понятно. Да, кстати, да, после после вебинара вышлю презентацию, вот эту вам всем, да, ну туда же, получается, в контакт, да, и саму запись тоже вышлю, но запись вышлю только завтра, она обрабатывается долго, ну, ты там смонтировать что-то там, загрузить на это, ну, то есть, короче, запись завтра, а вот презентация сама сегодня, чтобы вы могли просмотреть еще, ну, тут циферки все какие-то посмотреть. Итак, оплата труда. Вот дальше начинается обычно темный лес. Хоть мы и представляем с вами, что, ну, докладные расходы мы понимаем, воду, свет, понятно, что надо посчитать, ну, то есть хотя бы примерно как-то мы, ну, как-то хотя бы можем это прикинуть. Вот дальше оплата труда и что-то еще обычно, по правде, темный лес, и все вот здесь уже просто буксуют, как считать.
Да, по сути, это достаточно просто. Оплата труда, видите, это почасовая оплата, то есть это почасовка. И как раз в этом пункте мы можем с вами учесть количество времени, которое мы потратили на торт. Но реально бывают торты более сложные, и реально бывают торты полегче. Это правда так бывает, по-честному. Бывает фигурка простая, я ее слепила за 3 минуты, а бывает фигурка, и там материала-то столько же, а сидишь с ней, капец, ну сдохнуть. У меня вот сейчас нет уже, сейчас очень мало фигурок лепят, и очень мало с фигурками заказывают. Но раньше, когда был прям бум мастики, лет 5 назад, прям бум был, меня убивали фиксики. Это просто какая-то смерть. Пока ты слепишь одного фиксика, во-первых, так много очень деталей. Во-вторых, они все разноцветные, зараза. То есть это ты реально должен цвет еще везде подобрать. По цвету не подберешь, все, это уже не фиксик. Короче, ну прям проблема. Вот, и получается, что ты или мишку слепил, шарик, быньк, дыщ, я реально мишку леплю за 3 минуты, вот, или же, а вы смотрели, да, мишка у меня в Инстаграме есть, как лепить мишку в бесплатном доступе, кстати, или ты реально лепишь фиксика, а фиксика нет в бесплатном доступе, потому что я сдохну, пока его буду лепить, вот, Настя пишет, что смотрела, вот, да, как считать оплату труда? Итак, первое, что нужно сделать, схема на экране, да, первое, что нужно сделать, посчитать количество часов, которые вы потратили на торт. Вот. Что мы считаем? Мы считаем то время, которое реально вы работали. То есть, по идее, надо представить, как будто это не ты работаешь, а ты человека наняла. Так даже проще получается. То есть, за продуктами ходила, по идее, это время ты уже потратила. Вот, да? Потом ты взвешивала продукты, потом ты там включала-выключала миксер, в это поставила в духовку, а потом в идеале ты смотришь, если ты пошла мыть посуду, считаем это время. Если ты садишься смотреть кино, не считаем это время. Так, Лена спрашивает меня про авторские права. Про авторские права, Лен, у меня есть тоже эфир про авторские права, посмотри его, пожалуйста. Ну, короче, жестче сейчас с авторскими правами, но есть лазейка, и я про нее рассказываю тоже эфир у меня в Инстаграме, посмотри, он есть. Как обойти, короче, лазейка небольшая есть. Вот. Короче, считаем количество часов. Крем мы, например, там замешивали, взвешивали, считаем. Вот, да, намазывали на торт, считаем. Поставили торт в холодильник, пошли спать, не считаем. Но тут как бы все окей. Дальше. Узнаем зарплату по региону. Ну, то есть, потому что у нас и покупательская способность разная, да, она зависит, в общем, от зарплаты. И поэтому у нас и оплата как бы нашего труда, она тоже разная в зависимости от региона, да, где-то больше зарабатывают, где-то меньше. Есть такая несправедливость. И тут я обычно, где-то я написала даже в каком-то посте, типа, они делают торты там, где их не покупают, или покупают за 3 рубля. То есть не везде выгодно делать торты, так вот по-честному вам скажу. В Москве выгодно. Народу много, ценник хороший, выгодно делать. Вот. Итак, узнаем зарплату по региону, рассчитываем за час, да, и умножаем. Сейчас будет подробнее, не переживайте, чтобы вас там, короче, чтобы вы не грузились. Итак, смотрим, внимание, на экран. Ну вот я перечислила, предположим, замес бисквита, крема, обмазка, упаковка, декор. Предположим, у нас довольно сложный торт, 8 часов мы трудились. В среднем где-то, от 3, если прям совсем ерунда какая-то, от 3 и до нескольких дней, может быть, от 3 часов. Меньше 3 часов торт, наверное, можно сделать, но это прям совсем будет плохо. Вот, да? Дальше смотрим. Зарплата в Люберцах 40 000 рублей. Вот. Я Люберцы беру, что я в Люберцах в основном торты делала, все основные, поэтому я по Люберцам. Вот. Среднее количество рабочих часов в месяц 170. Всем понятно, откуда 170? Это 30 дней минус выходные, да, получится количество дней, умножаем на 8 рабочих часов, в среднем. Да. Итого получается, что рабочий час в Люберцах 235 рублей. Если я работала и делала этот торт 8 часов, то я должна за работу получить 1880. И сейчас кто у меня прибавлял 50% от стоимости, должен заплакать. Так, плачет у меня кто-то там уже, плачет горючими слезами.
Да? Потому что это никак не 50% от стоимости, ну, в смысле, от продуктов, да, это наоборот, у нас продукты были 600 рублей с вами, да, а работа 1800. Но может быть работа и 600 рублей, может быть работа и 1000, может быть работа и 1200. Поэтому я и говорю, что торты, они разные по сложности. И если вы делаете простые торты, и у вас все торты, ну, плюс-минус одинаковые, то вы, скорее всего, тратите там тоже конкретное количество времени на торт. И вы поймете, сколько. Если вы делаете сложные торты с обилием фигурок, декора, очень много ручной работы, там безешки сами, пряники сами, там, не знаю, макарон сами, все трудитесь делать, то да, конечно, это будет больше, может быть, часов по времени. Итого с работой у нас получился торт уже 2781. Девочки, солнышки мои, на этом этапе напишите, пожалуйста, все ли понятно? Все ли сейчас про оплату труда понятно? Так, жду. Все ли понятно? Так, все понятно. Понятливые все. Какие вы у меня прям молодцы. Все понимают. Супер, супер, супер. Вот. Ну, то есть просто так. То есть просто так не наумножаешься. Вот, я лошара. Ты нормальная, ты пришла на вебинар. Лошара тот, кто не пришел. Ань, понимаешь? Это вот они там все. Вот, это они все. Потому что мы сейчас с вами знаем условия игры. Мы знаем, как это делается. И сейчас я понимаю, например, слушайте меня, если у меня, ну, живу я в таком месте, все продается по 3 рубля. Но если у меня на этот торт, я понимаю, уйдет 8 часов, он у меня получается, там, не знаю, 3 дня его делать, то я лучше его вообще не возьму, понимаешь, чем буду продавать, ну вот не за 2 700, а за 1500, например. Я лучше вообще его делать не буду. Понимаешь, я лучше, вот такой вид декора, может быть, реально где-то не выгоден, а лошары пусть делают, потому что они уйдут в минус, в конце концов закроются, а ты, звезда на коне, ты всех сделаешь. Все, так, Марина, вижу, что ты пишешь, давай, жду, а все не пишешь. Правильно, вот, конечно, да. Ну и тут волшебный вопрос, что все? Нет, еще прибыль у нас есть. Что такое прибыль и зачем она нужна? Смотрим, внимание, на экран, вот, на экран, и на экране мы с вами видим, что если мы продаем с вами торты по себестоимости, то, честно, это не приносит нам денег, да, и это считается хобби. Ну, то есть у нас только расход получается. Такое возможно, когда вы только начинаете, когда вы пробуете свои силы, когда вы для своей семьи, для своих детей делаете, вас просто прет, вы остановиться не можете, у вас какая-то другая работа, где миллионы, и все в жизни хорошо. Почему нет? Да. Если вы научились считать накладные расходы, и у вас уже не просто там вот 600 рублей, а 900 рублей за торт, вот, да, то, по сути, у вас все еще хобби, вот, да, вы все еще не приносите, ну, то есть не зарабатываете, у вас только расход, все это тратите, да, просто не обманывайте себя, это еще пока что не бизнес. Вот. Если научились вы продавать торты и делать торты, да, что у вас укладывается почасовка, да, почасовка, предыдущий наш пункт, то, по сути, вы как будто бы сами к себе ходите на работу. Что вы бы на дядю работали, получали бы эти же деньги за 8 часов, кондитером вы бы получали там свои 1800. Что вы здесь дома сидите и за 8 часов получаете те же 1800. Вот, да. Плюсы дома есть, конечно, дома прикольнее, дома ты типа бизнесмен уже и так далее, но не обманывайтесь, это все равно как бы ты сам себя нанял, такой, как бы, я называю это шашлычник. Ну, то есть ты сам шашлыки жаришь, вот сколько времени есть, столько и нажарил. Вот, да, то есть еще пока тоже зарабатываешь, то есть тебе уже хватает. Но что ты здесь работаешь, что на дядю. Но здесь только немножко посложнее получается, потому что ты должен еще вообще заказы искать, вот, да, ты должен еще сам себя работой обеспечивать, да, и так далее, что-то как-то вкладываться. Вот сейчас я вам там про курс буду, про следующий рассказывать, который вам всем надо пройти. Ты такая, ёпарас, это где брать бабло на курс? Вот, здесь брать бабло на курс. Вот, да, и только тогда, когда у вас вот это все посчитано, и вы при продаже торта вот это все учли, и у вас еще что-то осталось,
да, прибыль, но вообще ее заложить надо изначально. Вот тогда у вас появляются средства на развитие, на курсы, на миксеры, отложили на аренду, на сотрудников, на ту же рекламу, на еще что-то там, ну, неважно, да в конце концов на Мальдивы, мы девочки, на новые сапоги какие-нибудь, которые, в общем, как бы нахрен не нужны, но хочется, вот, и так далее. То есть только когда у нас появляется прибыль, вот тогда считается, что есть уже бизнес. Вот тогда уже бизнес, тогда же молодец. Вот, да. Как считать прибыль? Ну, по правде, очень просто. Берешь предыдущую сумму и просто прибавляешь желаемую прибыль. Прибыль 20% это некий такой норматив, 20-30 даже я бы сказала. Вот, да, меньше 20, то есть 10, но это как бы не, в нашем бизнесе не очень. Потому что у нас цифры маленькие, 10% это мало. Если речь идет, например, о перепродаже каких-нибудь там транспортных средств, например, там, не знаю, тракторами вы были, торговали, то там 10% даже много, там прибыль меньше может быть. Понятно? У нас 20-30, ну, предположим, вот 20 мы прибавили. Итак, должна быть наша розничная цена торта 337 рубля. 7 рублей должно быть написано, но неважно. 337 рубля. Вот, да, ну, округлим до 3400, да, 3400, например, получилось за торт. Такие сделали торт, 3400. И такие дальше что делать? Что делать? Да, и дальше вот у вас тут ждет вас небольшая засада. Вдруг вы осознаете, что эта стоимость, она желаемая. Я бы хотела этот торт продавать за эту цену. Да? А как по правде вообще я могу продавать? А почем он продастся? А почем его купят? Как узнать? Как это узнать? Блин, я себя сегодня каким-то, знаешь, сказочником чувствую в костях у сказки. Как узнать? Итак, надо узнать, сколько люди вообще платят за такой торт. Вообще, почем такие торты вообще продаются? Такие вот, как ваш, вот этот, ну, мой конкретно, вот, который мы считаем стрёмный тортик. Да, почем? Мы делаем конкурентную разведку. Итак, рассказываю, внимание, все сейчас отвлеклись от чая, кофе, слушаем про конкурентную разведку. Это важно, это нужно, и это пригодится не только здесь. Итак, берем левый телефон, левый желательно, муж, брат, сват, в котором нет тортов. Ищем, ну, предположим, в Инстаграме, потому что я сейчас за Инстаграм, набираем торт Люберцы, ну, или там торт, где вы там у меня, что там было у нас с тобой, какой город-то, блин, я все забыла. Короче, торт Люберцы, например, пишем, торт Люберцы, смотрим, кто выпал, да, и пишем. Одно и то же сообщение вы можете написать, очень простое, то есть прям скопировал, ставил, копировал. Да, типа я ищу торт, например, для мамы, она выбрала вот такой, скидываете свой торт, который вы считали, да? Вот, подскажите, сколько будет стоить? Понятно? Вам нужно узнать, вот этот мастер, почем вообще такой торт будет делать? Ориентировочно. И узнать цену вашего торта реальную. То есть люди, которые уже 2-3 года работают, которые уже продают торты, да, они уже понимают, почем у них покупают. Мы, правда, не знаем, насколько там у них эта цена обоснована, нам не важно. Нам надо узнать, почем вообще такие торты покупают. И они вам озвучат стоимость, что они такой торт, например, это очень простой торт, он будет там стоить 1500. Ты такой, ох ты, ёпарасы, а я тут себе насчитала 3400. Или, ой, вы знаете, это очень сложный торт, Пятерыч. Ну вот, да, и вы, по сути, получаете два результата. Или у вас все дешевле, то есть у всех дешевле, то есть ты лошара прям, понимаешь, то есть у всех дешевле, ну, то есть не, ты нормально. Или у всех дороже, вот тогда ты лошара. Или у всех дороже, например, торты, то есть все этот твой торт дороже готовы делать. Когда дороже, кстати, хорошо, а вот когда дешевле, что мы с вами получаем? Итак, бедный район называется у меня, бедный район. Итак, твоя цена 3400, ты такая молодец, хочешь за 3400 продавать торт. А все готовы делать этот торт, вот за 1,5 одна какая-то зараза вообще готова такой торт сделать. Да? То есть у нас покупатель, он также сталкивается, он также рассылает фотографии всем и смотрит, что где почем. И вот он тебе шлет, ты ему такая, ты посчитала стоимость, ты пишешь 3400, мать вашу. Вот, да, а он рассылает всем остальным, а там все, я за 1,5 вам сделаю такой, я за 2700, за 3, за 2500 и так далее, понимаете меня, да?
Вот. И ты должен произвести корректировку. Итак, тоже сложный сейчас момент, какой сложный, ерунда. Итак, смотрим. Да? Моя цена, это мои 3400, состоит из синенькая – это себестоимость, зелененькая – это накладные расходы, желтенькая – это у нас с вами работа, и оранжевенькая – это у нас прибыль. И нам надо это свести к, вон там где-то 2500 рыночная. И мы должны все немножко ужать. При этом я оставила прибыль такую же, видите? Но я немножко ужала время, да, то есть надо побыстрее делать, деточка, побыстрее работать, да. Я немножко ужала накладные расходы и немножко ужала это самое, себестоимость, имеется в виду продукты, да. И ты берешь и пишешь, да, себе, что так, по продуктам вот у меня получилось там 661 рубль, мне надо тогда чуть-чуть ужаться, давай 600. Что, на чем я могу сэкономить? То есть я могу, например, покупать чуть больше оптом и на том, там, на том. Так, накладные расходы, на чем я могу сэкономить? Накладные расходы, значит, смотрим, у меня в этот раз ушло на курьера много, и так далее, и так далее. Ну, то есть смысл, если ты до этого не посчитал, ты не знаешь, соответственно, что, сколько у тебя стоит, да, сколько у тебя этих накладных расходов, на чем ты там вылетаешь, почему у тебя 500 рублей накладные расходы. Накладные расходы, кстати, нормально, от 200 до 500. На торт получается уже, да, когда поделили все. Если больше 500, это уже прям жопа. Если меньше 200, плохо посчитали. Ну, скорее всего. Вот. Ну, или торты, кстати, бывают такие, где мало накладных расходов, у тебя все на подоконнике цветет. Такое тоже бывает, кстати. Вот. По времени. Все, нечего сидеть тут 3 дня делать эту фигурку. Быстренько собралась, слепила, что получилось, и все. Понятно? И прибыль оставляем по возможности такую же. На этом этапе, кисочки мои, да, угукните мне, пожалуйста, понятно ли, как провести корректировку, чтобы у вас получилась рыночная стоимость, да, и при этом вы были в плюсе. И при этом вы понимаете, что вы в плюсе, у тебя все равно 500 рублей – это прибыль. Понятно? Если есть вопросы, пишите вопросы. Если вам сейчас стыдно вопросы писать, кстати, потом можно мне написать куда-нибудь. Ну, например, да, такой, смотришь, и такой думаешь, блин, а тут-то я, например, не понял. Ну, например, неудобно бывает, я знаю. Вот. Так, пока все понятно, отлично. Вот это такой достаточно сложный момент, потому что, ну, как бы снижать расходы тяжело. Раз, тебе надо везде все немножко ужать и так далее, так далее. Анна пишет, у нас звезды с Шантипака по 500 рублей торты делают. Ань, говно всегда продается. Тебе надо узнать, вот такой торт, как у тебя, да, почем вообще его делают. И если у тебя будет разбивка от 500 до 5000, выбираешь среднюю стоимость. Если у тебя 500, 500 и 500 у всех, то у вас торты невыгодно делать. Или тебе придется, к сожалению, работать там же, потому что, ну, люди не будут покупать дороже, да. Понимаешь меня, да? То есть смотришь уже по рынку, как у тебя на рынке это принято, как у тебя это делают. А то, что есть люди, которые и маникюр за 300 рублей делают, и торты по 500 рублей делают, они будут всегда, ты понимаешь, да, и всегда у кого-то есть какая-нибудь подруга, которая делает это вообще бесплатно, и зачем ты за это платишь, да, именно поэтому, да, я сейчас больше упор делаю на бизнес, я поэтому сейчас больше упор делаю на раскрутку, на рекламу, как делать таргет, как вести Инстаграм, потому что, по сути, когда нас знают 3 коллеги в нашем селе, понимаешь, тут выбирать не из чего, все по 500. А когда ко мне могут приезжать со всей Москвы, плюс Зеленоград, плюс Химки, плюс там, не знаю, Жуковский и так далее, и так далее, и так далее, ну вот, да, то, соответственно, тогда спрос больше, я тогда больше могу денег, понимаете, зарабатывать. Вот в чем. Ты с этих 500 рублей заработаешь, ну, посчитай, сколько там. Они, скорее всего, вообще это не считают. Вот, да. Понятно, да? Ольга рассказывает, что пошла в магазин, коробками прут шантипак. Шантипак, он увеличивается в размерах, когда вы его взбиваете, его можно замораживать. Вот. Это растительные сливки. Очень многие рассказывают, кстати, про растительные сливки, что они более полезные. Вот. Честно, это прям вредно. Вредно, вот, да, и, к сожалению, вам надо смотреть, чем завлечь клиента, что у вас вообще, ну, как бы, как сказать-то, что у вас более спрашиваемо. Вот. Настя, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Прикольно. Вот.
Да, не-не-не, такие всегда будут, вот честно, да. Но и на шантипаках работает вся массовка. То есть вся массовка работает на растительных сливках, потому что им самое важное – это срок годности, а растительные сливки, мне кажется, они вообще никогда не портятся. Мне кажется, они вечные. Мне кажется, они могут как бы постоянно, ну, как бы жить. Ну, то есть они вообще как бы, ну, такие навсегда. Вот. Так, девочки, вопросы пишите, на все отвечу. Вот, да. А мы пока разберем с вами, что делать, если район вот, да, богатый, соответственно, да, и все делают дороже, чем вы. Вот, так, а пока я отвечу Анастасии, смотришь я шоколад, а другие глазурь. Так вот, Настя, если ты со своим шоколадом окупаешься и зарабатываешь, все ок. Понимаешь меня? Если у тебя есть заказчики, те, которым это важно, которые готовы платить, все ок. И ты, значит, в состоянии найти клиентов, которые, понимаешь, у тебя шоколад покупают, и ты можешь продавать спокойно. Я вот получаю удовольствие, когда работаю с дорогими продуктами. Понимаешь? Ну вот, соответственно, а они не могут найти таких клиентов. У них, значит, или работы говно, или ценник, они себя так позиционируют, что я делаю говноторты, понимаешь, из говношоколада какого-то, ну вот, и так далее. Вот надо им посочувствовать в этот момент, раз, и дальше развиваться и понимать, что это твой плюс, понимать, что ты работаешь, ну, как бы на эксклюзиве. Вообще у нас по развитию бизнеса не так много, ну, как бы вариантов, да? Мы уходим или вниз в ценовую, как сказать, вниз по цене в массовку мы уходим и делаем заводик такой, нанимаем там, не знаю, низкооплачиваемых рабочих, там такой как бы конвейер, и все ляпают тортики. Такие есть, и в Москве есть такие кондитерские, но не буду говорить, да. Или же ты уходишь в эксклюзив, да, улучшаешь сервис, улучшаешь обслуживание, улучшаешь декор, нанимаешь самых лучших скульпторов. Вот у меня такой этап развития. Мне так больше нравится, мне так приятнее. Мне как-то прикольнее от кутюр работать, чем прет-а-порте. Понятно? Ну, если так грубо очень. То есть мне прикольнее работать, чувствовать себя Кристианом Диором, понимаете, а не швейной фабрикой «Салют». Вот. Мне так прикольно. Но еще раз, у всех разные амбиции. Все по-разному себя мыслят. Я хочу, чтобы мы все стали звезды. Чтобы у нас у всех было все офигенно просто. Чтобы к нам реально ехали со всех регионов, ехали к тебе, понимаешь, покупать. Чтобы ты потом спокойненько уже и развивалась, и открывала кондитерскую, и там вип, к тебе шли, переплачивали только потому, что у тебя круто. Понимаешь, это называется вообще личный бренд, да, и если личный бренд у тебя, он хороший, стойкий и дорогой, личный бренд может быть говняный личный бренд, понимаешь, и дорогой, то ты просто на личном бренде дальше и выйдешь. Сейчас это очень модная тема, вот. Так, Марина пишет, у нас многие делают заменители. Масло спред, сливки растительные, продают 500 рублей за килограмм. А я не могу заменять, потому что у меня не возьмут и найдут где... Поэтому у меня не возьмут и пойдут где дешевле. А я не могу заменять, когда все натуральное кладу. Вот. Марина, у тебя пока что есть такое, знаешь, как бы внутреннее ощущение, что у тебя нет клиентов. Ну, написала, да. У тебя есть внутреннее ощущение, что у тебя нет клиентов. Что у тебя, вот как чувствуешь, да, то есть тебя вот это твое окружение зазомбировало уже на то, что у тебя не купят, ты какая-то не такая, у тебя все дорого, у тебя там еще что-то, тебя зазомбировали, солнышки мои, да, но поверь, просто доверься мне, доверься девочкам, что поверь, во всех абсолютно регионах, где бы у меня, в каком селе бы девочки не работали, у меня бывает с таких сел, аулка Шихабль у меня бывают ученики. Она прошла у меня, например, девочка, Анжелика, что ли, ее звали, вот, все курсы вообще заочные, она заочно училась. Было, правда, 8 лет назад, наверное, или 7 лет назад, или 6 лет назад. Вот у меня нормально с памятью, короче. Вот, да, она прошла все, и она там мегазвезда. К ней едут реально со всего, я не знаю, это какая-то страна, да, господи, в этот ее аул Шихабль на конях, ну, не знаю, что там ходит, на баранах, вот, едут к ней за тортами, она сахарные цветы какие-то херачит, там все, там просто какое-то вообще невероятно. То есть это к тому, что пока ты варишься в собственном соку, пока ты здесь, да, они все бесплатно хотят, ты же понимаешь? Они хотят вообще бесплатно. А дайте нам бесплатно шоколаду, бесплатно побольше. Это нормально. Это надо пережить, перешагнуть и идти дальше. Таких будет всегда миллион, всегда, вот уж поверь мне. Вот.
Так, пишите вопросы, поотвечаю, а пока корректировка, если у нас район богатый. То есть это мы лохундель, мы за 3 400 продаем свой торт, а все вообще-то готовы его и дороже продавать. То есть у этого 3 700, 3 800, 4 4 500 и так далее. Здесь вот это счастье. Если вы реально, ну, по своей самооценке занижаете стоимость. Кашихабль– это Адыгея, ну вот. Вот у нее в Кашихабль все едут, Мариночка, в Кашихабль. Вот. Вот видишь, как я тебе пример привела? О, в точку. Вот, да? Тогда в этом случае вы просто увеличиваете прибыль. Вы просто выбираете стоимость, да, делаете 3 800 ориентировочно, где-то там посерединке, вот, да, и просто оставляя те же продукты, все то же самое, ту же работу, вы просто зарабатываете не 500 рублей, а уже 1000. Просто разрешите себе поставить цену чуть подороже, делая все то же самое и зарабатывая больше. Это, по правде, счастье, если вот так, потому что ты все просто так, если ты все просто так ставишь. Так, Анастасия пишет, что она кажется, на каждом шагу кондитера, и я рискнула, ни разу не пошалела. Сейчас рекламу настрою, пересчитаю, все налажу, чтобы не быть шашлычником. Настя, вообще все реально. Я когда начинала делать торты, я вообще не думала, что у меня вообще что-то пойдет. Вот. Да, сейчас много кондитеров, но я на уроках, а ты у меня записалась на вот этот, на формулу денег, да, или ты пока только продвинь торт прошла. Ну, короче, я рассказываю, как работать с конкурентами. Что, во-первых, когда есть конкуренты, это вообще круто. Если очень грубо, есть у кого воровать, есть у кого воровать клиентов. Во-вторых, это значит в вашем месте, ну где вот вы живете, да, если много конкурентов, это значит люди много покупают. Это значит вообще, в принципе, рынок хороший, рабочий, потому что по правде, если оно бы у них не продавалось вообще, они бы вообще молодец, вот, да, то они бы вообще бы ничего не покупали. Вот что, понимаешь? Вот. Формула денег офигенная, а я тебя добавила уже, не добавила, там уже уроки начались. Ну, не начались пока что, предварительная подготовка, но уже уроки есть. Напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp, вот ниже кнопка WhatsApp, туда прям, да, напиши мне, пожалуйста, почту свою, я проверю, что я тебя не помню, чтобы я добавляла, но, может быть, у тебя почта не связана с именем, фамилией, такое может быть. Итак, вообще смысл в том, что сейчас, да, как бы раскрутка имеет какой-то бешеный, по правде, какую-то важность, что ли, да, и поэтому, именно поэтому, да, я решила сделать курс «Огромный формула денег». Вчера я рассказывала в сторис, что хотела назвать его «Золотой леденец», но как-то у меня вот с лозунгами не задалось, да, в этом курсе написала, да, все вижу, вот, в этом курсе что у нас будет? Вот сейчас я записываю эти уроки. Ну вот, предварительные уроки. То есть как только вы оплачиваете, вы сразу видите уроки. Но сейчас не совсем сразу, но вот прям быстро. До начала курса они все будут вам доступны. Это видеоуроки такие же подробные, с инструкторами, с инструкциями, со скриншотами, подробные, насколько это возможно, прямо разжевывая все, чтобы вы подготовили, во-первых, свой Инстаграм. Это первый блок. Упаковка Инстаграм, аватар, ник, ключевые запросы, шапка, ссылка профиля, актуальные сторис, безопасность, как подключить бизнес-профиль, как работает лента в Инстаграм, как хэштеги ставить, как их ставить правильно. Это про Инстаграм все. По сути, по правде, та же схема, полностью такая же схема работает и ВКонтакте, то есть можно все туда же. Но Инстаграм реально завоевывает. Сейчас я все-таки за Инстаграм. Дальше. Второй блок– это упаковка профиля, то есть как, что внутри там делать, да, как делать фотографии прикольные, понимаете, только торты надо делать или что-то еще надо делать, какое это все прикольно, как обрабатывать фотографии, как обрабатывать, то есть я прямо программы показываю и показываю прямо, как там работать, все, прям видосики снимаю вам, и видосики, прям вот там видео-видосики, монтирую видосики, вот, да, как там цены повышать, как понижать, как писать такие цены, как писать такие цены. Потом у меня был курс большой про крутые тексты. Я его весь прямо туда же добавила в бонусы. Там 30 уроков о том, как тексты писать, чтобы вообще писалось вам, чтобы оно как бы раскачалось писание. Вот. Дальше. Третий блок – это про бизнес. Как вообще строится бизнес, какие у нас вообще варианты, что делать, как считать, как нанимать сотрудников, где брать идеи, как, то есть, как вообще бизнес строится. И туда же я впихала по психологии уроки, чтобы у нас как раз, как у, все, у меня склероз же девочки, да, как у Марины,
Вот, да, чтобы у нас с психикой тоже нам стало получше. Вот. Туда я, соответственно, запихала. Я слушаю на ночь всегда гипноз, и я слушаю на ночь позитивные аффирмации. Я вам их тоже скину, может быть, они вам помогают, потому что нам, девочкам, вообще такое помогает, по правде. Не знаю, вот, да, ну, по крайней мере, если зайдет, послушайте. Вот. И также я скинула там лекции еще по ответственности, по любви, как, чтобы не угасало дело, как внутри огонь, как вот бороться со сложностями, с конкурентами, с критикой, вот это вот все, потому что это все, чем ты становишься известнее, тем говна, ох, поверьте, говна летит больше, тебя резко начинают все не любить, особенно, понимаешь, особенно когда ты цены начинаешь поднимать в городе, вдруг выбиваешься в звезды, да, вот, и тут начинается вообще такая атака. Вот, как с этим бороться, что с этим делать? Так, это подготовка. Помимо этого, с 7 июля, ну то есть весь июль практически будут живые лекции, это уже конкретно реклама. То есть это все рекламные каналы, которые у нас с вами есть. Подробно на каждой лекции буду рассказывать, как привлекать клиентов через сторис, да, как делать сторис такие, чтобы было интересно вас смотреть, чтобы было, как бы, чтобы вы раскрывались с разных сторон, и чтобы при этом везде можно было как-то про торт, про цену и про такое. Дальше, это вот прям канал продаж, он огромный, его надо привлекать и делать каждый день. Вот. Следующий канал продаж рассылки. Вот. Здесь, кстати, есть такая вещь у нас психологическая, обычно проблема, что мы не любим рассылки сами, и мы думаем, что рассылки – это очень плохо. Вот. А тут я вам сейчас расскажу. Вот вы все сюда пришли, потому что получили рассылку. Сегодня 2 штуки, да, о том, что… нет, вчера и сегодня. Ну, короче, получили рассылку о том, что все, начинаем вебинар. Получили? Вас выбесила эта рассылка? Ну, скорее всего, нет, но это же как бы напоминание. Вот такие рассылки мы будем учиться делать, которые хорошие, которые нужные, которые вот как бы забота, да, забота. Не купи, 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 да, а забота, которые правильные рассылки, которые реально будут приносить нам деньги. Потом прямой эфир. По-честному, один из самых, наверное, работающих для меня работающих самых каналов, один из самых методов работающий. Потому что ни просто посты, ни текст не дают такого доверия, как прямой эфир. Когда вот ты смотришь на человека, да, и понимаешь, что я хочу у него купить торт. Смотри, какая она классная, она настоящая, она меня не обманет, да, она реально эти торты, смотри, делает. Я очень, то есть прямой эфир – это одна из таких вещей, нет ни капли. Вот. Одна из таких вещей, которая лучше всего продает. Опять же, у меня. Но поэтому и мы проходим не только прямой эфир, мы проходим 8 методов, как привлекать клиентов и делать рекламу. Дальше, соответственно, 4-я лекция будет про рекламу в других аккаунтах. Это могут быть блогеры, это могут быть лидеры мнений на вашего района или вашей области, соответственно, да. Это, соответственно, как их покупать. Бывают какие-то тематические паблики, например, по тортам, по детям и так далее. Как их искать, как смотреть, как договариваться, что почем вообще, что почем, какая схема, там же есть схема какая-то работы. Дальше, соответственно, конкурсные механики. Мы все, кстати, с вами делаем конкурсы неправильно. Ох, сколько я делала смотрела конкурсов не своих. Вот. У других кондитеров, у всех какая-то жопа, честно. Конкурсы надо проводить правильно, надо правильно работать с клиентами, и вы с каждого конкурса, поверьте мне, будете очень хорошо иметь продаж. Прям вот просто поверьте мне. Да? Потому что там есть тоже схема. Ну, если очень грубо, то не просто конкурс раз выиграл, до свидания, да, а конкурс в определенный день, обязательно на свой товар, обязательно ограничение по времени, по месту, чтобы у тебя не играло там где-то, и обязательно привлекать сюда еще рекламу, но про рекламу чуть подальше. Вот, это у нас получается 7-я лекция, таргетированная реклама, большая лекция, практически 2,5 часа, вот. Смысл такой. Сейчас реклама, да, нас пугает, ну, большинство людей пугает. То есть, когда мы думаем, что надо давать рекламу в Инстаграме, во-первых, у нас тоже психологическая проблема, что-то я платить должна. Вот, чувствуете, да, как вот у нас торты не хотят покупать, мы также за рекламу обычно не хотим платить, что-то я должна, а можно бесплатно мне, а можно мне все бесплатно, вот, да, тут такой же момент, вот, так вот я научу вас делать рекламу за 100 рублей в день.
вы будете 100 рублей в день тратить. Нет, если вы захотите, вы и больше можете, но 100 рублей в день – это достаточная сумма, чтобы уже иметь заказов 20 в месяц, который, ну вот я считаю, норматив прям. Да, это достаточная сумма. Ну что, 3000 в месяц – много денег на рекламу? Вообще нет, с одного торта вы их спокойно окупите. Да, и 8-я лекция будет посвящена тому, как еще мы можем деньги зарабатывать. Какие у нас варианты вообще заработка существуют. Они еще есть, они там по развитию, по школам, по курсам и так далее, по партнерским соглашениям, по спонсорским товарам. Их много, ну вот, да, и, соответственно, да, они есть, я про них тоже расскажу, потому что вдруг кого-то стрельнет. Потому что, тоже, как показывает моя практика, не всем нравится делать торты. Вот у меня есть ученица Грибкова Евгения, постоянно Грибункова ее как-то хочу назвать, да, она отучилась, она закончила, она мне год почти училась, самый мой большой курс по декору, и она говорит: Оль, меня прет на обучение. Я говорю: отлично, я ей дала несколько консультаций по обучению, и она сейчас школу свою развивает, ей уже там, не знаю, полгода, почти год в школе, у нее нормально все, у нее видеоуроки, онлайн, все прям супер-супер. Я думаю, что скоро она откроет, наверное, уже мастер-классы такие живые. Почему бы нет, да? Почему бы нет? У каждого свое какое-то, понимаете? Вот. Потом также будете, как я, вещать на всю страну. Я считаю, что нам всем это надо делать. Так, стоимость. Я решила, первый поток, это первый курс. Ну как, он по бизнесу не первый, но вот такой огромнейший, он первый, делать недорогой. Вот. Ну, то есть максимум, если самостоятельное обучение, будет стоимость 5000, 4900. Вот, да. Но для тех, кто вот заранее покупает, соответственно, скидка сейчас 2900. Вот. Это я сама. То есть это доступ ко всему, это вы все увидите, все получите, у вас все то же самое, но я не проверяю домашку. То есть посмотрели, сделали, как сделали, сам молодец. Да? Соответственно, денег немного, есть рассрочка, вот, да, до 7 июля уж как-нибудь, я думаю, 3000 наковыряете, это все несложно. Вот. Дальше, соответственно, если хочется все-таки, чтобы я вас проверяла, я назвала тариф за ручку с Олечкой. Вот. Да, он будет стоить где-то 7000 примерно, вот. Ну, и понятное дело, что на первый поток хорошую скидку я даю, это будет 3900, на 1000 всего дороже. Все там есть, соответственно, все то же самое, все уроки, все задания, все инструкции, я еще к каждому курсу почти инструкции делаю, высылаю также отдельно еще презентацию, ну вот картинки, чтобы можно было не слушать, а пересмотреть, например, очень быстренько. Вот, да, проверяю домашку, прям консультирую по домашке. А домашка сложная, видите, да? По работе, соответственно, у нас будет домашка по работе с блогерами, домашка будет по сторис, домашка... То есть это делать все надо будет, понимаете, да? Все это надо будет делать, вести сторис, проблемно там и так далее. Вот, да, пинаю. Вот. И самый важный момент, я помогаю с рекламой в Фейсбуке, потому что на этом, она не зря у нас предпоследняя стоит, это один из сложных моментов, это прям таргетологи, но я реально очень хорошо объясняю, вы будете прям настоящие таргетологи, и я вам в этом помогу, то есть я прямо буду заходить в ваш кабинет и помогать вам пальчиком тыкать, все и делать. Да, для того, чтобы забронировать, надо внизу WhatsApp, видите кнопочка WhatsApp, да, пишем мне в WhatsApp, да, пишем мне в WhatsApp, напишите хоть что, напишите бронь, да, бронь, какой тариф вы хотите, я сама или за ручку, вот, да, напишите мне в WhatsApp, что бы вы хотели, и бронируйте место прямо сейчас. Пока цены не поднялись, пока цены такие, бронируйте прямо сегодня бронируйте. Вот, так, смотрю вопросы, какие еще у нас есть. Вопросы какие есть? Вопросов нет. Тогда, солнышки мои, буду прощаться. Жду всех на формуле денег. Пусть о нас узнает вся наша страна, пусть мы станем лучшими кондитерами в своем регионе. И да, это новая профессия, да, это совсем те знания, которые, ну, как бы нигде и не получишь больше, да, это то, что надо будет учить снова и снова, это новая профессия, развитие своего бизнеса, да, развитие там Инстаграма, тот же таргетинг, это надо будет актерские навыки свои развивать, еще что-то. Но сейчас это выходит на первый план. Все-таки сейчас без этого, к сожалению, вообще никак. И тут даже не так, наверное, я бы сказала. Бывает обидно, что ты со своими офигенными тортами сидишь в жопе, вот, а какая-то там Зина Павловна со своим говном зарабатывает бабло. Вот бывает обидно. И все потому, что ты пожалел 2000 на курс.
Вот так вот. Ладно, буду прощаться. Всем удачи. Жмем на кнопку. Если думаете, запишите номер рабочий. Ну или напишите мне в конце концов спасибо. И тебе, Настя, спасибо. Девочки, всех люблю, всех целую. Вышлю всем запись, соответственно, завтра. А вот эту презентацию вышлю буквально... Когда вышлю буквально? Ну, через час, наверное, вышлю. Да, посчитайте все стоимость. Кому нужна таблица, тоже мне напишите. Она стоит 350 рублей, без проблем. Вот прям сразу вышлю. Вот, там ссылка на скачивание, там инструкция я высылаю, как там что менять, и сама таблица. Если сломаете таблицу, еще раз вышлю. Она многоразовая, она такая вечная. Так, вижу, пишите, солнышки мои. Да, все. Ну все, буду прощаться. Давайте, всем пока. Най, най, на, на. Вы у меня волшебный просто. Просто супер. Самые классные на свете. Пусть всего будет дохренища у нас. Дохренища.